Трамп заявил об очень хороших переговорах за последние 24 часа, но подчеркнул, что никогда не устанавливал крайний срок для ответа. При этом он уверен, Иран отдаст США уран. Литва и Польша провели совместные военные учения в районе Сувалского коридора. Президенты обеих стран заявили, готовы принять американский контингент, который Трамп хочет вывести из Германии. Ушла легенда. В возрасте 87 лет умер Тед Тернер, человек, который фактически придумал современное круглосуточное телевидение и основал CNN. Госдеп одобрил продажу вооружения Украине на сумму около $400 миллионов. Усиленные меры безопасности и угрозы в адрес Киева. Москва продолжает готовиться к параду 9 мая. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готов к переговорам и хочет заключить сделку с Соединенными Штатами. По его словам, ситуация развивается очень гладко, а Вашингтон полностью контролирует обстановку. Мы находимся я называю это стычкой, потому что именно так оно и есть. Это стычка. И у нас идут дела невероятно хорошо, как это было в Венесуэле, где все произошло быстро, за один день. И в Иране у нас дела идут примерно так же хорошо, я бы сказал, даже в более крупном масштабе. Но все идет очень хорошо. Все проходит очень гладко, и посмотрим, что будет дальше. Они хотят заключить сделку. Они хотят вести переговоры. И я думаю, что матери военнослужащих хотели бы это услышать. Вы согласны? Кто-то может сказать, это неуместно. Но я считаю, что матери военнослужащих хотят слышать такие вещи. В случае с Ираном мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. Мы не допустим этого, и этого не произойдет. Поэтому мы имеем дело с людьми, которые очень хотят заключить сделку, и посмотрим, смогут ли они заключить соглашение, которое нас устроит. У нас все полностью под контролем. Блокада невероятна. Военно-морские силы действуют потрясающе. То, что они сделали, это словно стальная стена. Никто не проходит. Особенно иранцы, они ничего не могут провести ни в одну, ни в другую сторону. Так что они фактически выведены из игры. И посмотрим, согласятся ли они. А если не согласятся, то вскоре все равно согласятся. Такова ситуация. Господин президент, можете сказать, что вы думаете об изъятии урана у Ирана? Мы его получим. Как вы его получите? Мы его получим. Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил полную координацию с Белым домом. Он заявил, что Израиль и США добиваются вывоза всего обогащенного урана из Ирана. Мы поддерживаем постоянный контакт с нашими друзьями в Соединенных Штатах. Я разговариваю с президентом Трампом почти ежедневно. Мои сотрудники и его сотрудники находятся на связи каждый день, включая сегодняшний день. И я также поговорю с президентом Трампом позже, сегодня вечером. Между нами полная координация, никаких сюрпризов нет. Мы разделяем общие цели. И самая важная цель — это удаление обогащенного материала из Ирана, всего обогащенного материала, а также демонтаж иранских возможностей по обогащению. Президент Трамп считает, что может добиться этого тем или иным способом. Однако мы готовы к любому сценарию, и именно такое указание я дал Цахалу и нашим службам безопасности. Израиль сильнее, чем когда-либо. Иран и его союзники слабее, чем когда-либо. Позже, уже в овальном кабинете, Дональд Трамп заявил, что за последние сутки США провели очень хорошие переговоры с Ираном, и стороны близки к возможной сделке. Нет. Они очень хотят заключить сделку. И посмотрим, удастся ли нам этого добиться. Если сделка состоится, у них не может быть ядерного оружия. Все очень просто. Почему бы просто не подчиниться? У них был флот из 159 кораблей. А теперь каждый корабль разнесен на куски и лежит на дне моря. У них были военно-воздушные силы, много самолетов, а теперь самолетов нет. У них больше нет систем ПВО и не осталось радаров. Их ракеты в основном уничтожены. Что-то у них еще осталось, примерно от 18 до 19%, но это несравнимо с тем, что было раньше. И все их лидеры мертвы. Так что я считаю, что мы победили. Теперь вопрос только в том, послушайте, если бы мы ушли прямо сейчас, Ирану понадобилось бы 20 лет, чтобы восстановиться. Вы бы сказали, что у нас хорошая ситуация, верно? У нас хорошая ситуация. И сейчас у нас все идет хорошо. Теперь мы должны получить то, что должны получить. Если этого не произойдет, нам придется пойти на гораздо более серьезный шаг. Но при всем этом они хотят заключить сделку. За последние 24 часа у нас были очень хорошие переговоры, и вполне возможно, что мы достигнем соглашения.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Китай считает позиции Тегерана на международной арене укрепившимися после войны. По его словам, Пекин рассматривает Иран как страну, сумевшую продемонстрировать свои возможности и влияние, а отношения между двумя государствами вступают в новый этап сотрудничества. Наши китайские друзья считают, что Иран после войны отличается от довоенного Ирана, что его международный статус вырос и что он продемонстрировал свои возможности и силу. Поэтому впереди новый этап сотрудничества между Ираном и другими странами. Мы рассмотрели все текущие вопросы, включая вопросы, связанные с войной и путями ее завершения. Переговоры, которые сейчас ведутся, вопросы, касающиеся мирной ядерной программы Ирана, вопросы санкций, все двусторонние темы. Ормузский пролив был одной из серьезных тем наших обсуждений, наряду с необходимостью в любом случае уважать права Исламской Республики Иран и все существующие позиции. Напомним, Аракчи прибыл в Пекин, где провел переговоры с главой китайской дипломатии Ван И. Стороны обсудили ситуацию после войны, переговоры между Ираном и США, вопросы ядерной программы Тегерана, санкции, а также обстановку вокруг Ормузского пролива. Китай, зависящий от поставок ближневосточной нефти, призвал не допустить нового обострения конфликта. Пакистан заявил, что работает над превращением временного перемирия между США и Ираном в постоянное прекращение войны. По данным источников, стороны обсуждают меморандум о мире и будущие переговоры по санкциям и ядерной программе Ирана. Мы сделали все возможное, чтобы убедить их присоединиться к нам через прямые переговоры и добиться прекращения огня, чего удалось достичь. Сначала было одно прекращение огня, затем его продлили, потом было второе продление, затем третье. По крайней мере, удалось остановить гибель сотен людей каждый день, а число погибших уже шло на тысячи. Мы прилагаем усилия, чтобы превратить это прекращение огня в постоянное окончание этой войны. Израиль впервые за несколько недель вновь атаковал южные пригороды Бейрута, несмотря на действующее соглашение о прекращении огня с Хезболлой. В Тель-Авиве заявили, что целью удара был командир элитного подразделения «Радван». После взрыва над городом поднялся густой дым, повреждены жилые кварталы и инфраструктура. Одновременно израильская армия продолжила операции на юге Ливана. Военные сообщают об ударах по объектам и позициям Хезболлы, которые, по версии Израиля, использовались для атак и подготовки операций против израильских подразделений у границы. На этом фоне в приграничных районах сохраняется активное движение военной техники, а над несколькими населенными пунктами вновь поднимаются столбы дыма. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в городе Саксаки, где, по данным ливанских СМИ, погибли 5 человек и еще 15 получили ранения. Разрушены здания и автомобили, спасатели продолжают разбирать завалы. Несмотря на апрельское перемирие, боевые действия между Израилем и поддерживаемой Ираном Хезболлой фактически не прекращаются. Стороны продолжают обмениваться ударами и обвинениями. А новая атака по Бейруту усиливает опасения, что конфликт может выйти за пределы приграничной зоны и вновь перерасти в полномасштабное противостояние. Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты призвали Совет Безопасности ООН принять срочные меры в ответ на иранские ракетные и беспилотные атаки. По словам дипломатов, удары по территории ОАЭ и коммерческим судам в Ормузском проливе угрожают региональной и мировой безопасности. Атака на Объединенные Арабские Эмираты представляет для Бахрейна и всего региона в целом непосредственную и серьезную коллективную угрозу. Эти незаконные атаки являются явным нарушением резолюции Совета Безопасности 2817 и еще раз демонстрируют продолжающееся несоблюдение Ираном данной резолюции. Продолжаются атаки на гражданское население, критически важную инфраструктуру и коммерческие суда в Ормузском проливе. Недавние атаки беспилотников и ракет по Фуджайре, включая удары по критически важным энергетическим объектам, привели к жертвам среди гражданского населения и ущербу инфраструктуре. Эта опасная эскалация рискует подорвать продолжающиеся дипломатические усилия и переговорные процессы, направленные на восстановление региональной стабильности. Королевство Бахрейн вновь подтверждает свою полную солидарность с Объединенными Арабскими Эмиратами и осуждает эти атаки. Безопасность региона неделима, и такие нападения должны быть немедленно прекращены. Они требуют заслуживающего доверия, единого и решительного ответа международного сообщества, в особенности со стороны Совета Безопасности. Сегодня Совет Безопасности собирается при крайне тревожных обстоятельствах. Государство, член Организации Объединенных Наций, вновь выбрало путь эскалации, нанеся удары по своему соседу в явное нарушение Устава ООН и международного права.
4 мая Иран выпустил по Объединенным Арабским Эмиратам 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Эти атаки включали удары беспилотников, вызвавшие пожар в нефтепромышленной зоне Фуджейры, объекте критически важной гражданской энергетической инфраструктуры. Давайте проясним. Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру не просто неприемлемы, они незаконны. И это не был единичный случай. С 28 февраля ОАЭ перехватили более 500 баллистических ракет, почти 30 крылатых ракет и более 2000 ППА, запущенных из Ирана. Коммерческие суда в Ормузском проливе продолжают подвергаться ударам. Это преднамеренные атаки на международное судоходство и один из важнейших водных путей мира. И то, что происходит в Ормузском проливе, не остается только в Ормузском проливе. Это влияет на энергетические рынки, цепочки поставок, цены на продовольствие и экономическую стабильность по всему миру. Каждая страна, представленная в Организации Объединенных Наций, заинтересована в защите свободы судоходства и безопасности критически важной энергетической инфраструктуры. Мы призываем Совет Безопасности действовать решительно в ответ на нарушения со стороны Ирана и явную угрозу, которую они представляют для международного мира и безопасности. Именно поэтому этот момент имеет значение. Совет должен отстаивать собственные решения и добиться соблюдения Ираном своих обязательств, используя все имеющиеся в его распоряжении инструменты. Совет Безопасности не может оставаться площадкой для повторения пустых фраз, пока нарушения продолжаются у всех на глазах. Франция направила авианосец «Шарль де Голль» через Суэцкий канал в Красное море. По данным французских военных, корабль сопровождают итальянские и нидерландские фрегаты. Париж рассматривает возможное участие в международной миссии по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе на фоне напряженности между США и Ираном. Ранее стороны обменялись ударами, что усилило риски для мировых поставок нефти и торговли. Турция представила макет межконтинентальной баллистической ракеты «Йылдирим-хан» на выставке оборонной промышленности Саха-Экспо в Стамбуле. По данным турецкого Минобороны, дальность ракеты составит до 6000 километров, а масса боевой части до 3 тонн. Сроки начала производства и испытаний пока не называются. На выставке также были продемонстрированы новые разработки турецкого военно-промышленного комплекса. Компания Baker представила несколько новых беспилотников, включая дроны «Камикадзе», рассчитанные на применение в составе групповых атак. Это новое поколение дронов «Камикадзе», способное оказать глобальное влияние, черпает свою главную силу в роевом взаимодействии, основанном на технологиях с поддержкой искусственного интеллекта. Иными словами, речь идет о массированном применении недорогих средств нападения в большом количестве, которые, по сути, будут перенасыщать системы противовоздушной обороны. Оборонная компания Selsan, в свою очередь, показала элементы системы ПВО Steel Dome, включая радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной борьбы и средства противодействия беспилотникам. В прошлом году мы поставили турецкой армии почти 100 элементов системы Steel Dome. В этом году мы поставим более 150. Это результат сделанных инвестиций. Первая часть — это массовое производство уже разработанных нами возможностей. Сюда входят радиолокационные станции раннего предупреждения, системы радиоэлектронной борьбы, такие как АЛП и Коралл, а также системы ПВО, такие как Сипер, Коркут и Хисар, и их интегрированная архитектура. Наряду с этим, на самом высоком уровне, у нас есть контракты, которые мы подпишем на этой выставке, например, Сипер-3 и Сипер-4, представляющие новые приобретенные нами возможности. На нижнем уровне, в эшелоне перехвата дронов, мы также усиливаем возможности противодействия БПЛА новыми решениями, которые дополнят уже существующие возможности, такими как перехватчик дронов, который мы представим на этой выставке, а также новыми электрическими решениями в области лазерного оружия и семейством электромагнитного оружия Эйдер-Х — «Дракон». Мы продолжаем добавлять в систему Steel Dome средства, которые позволят эффективнее противодействовать этим дронам нового поколения. Кроме того, Aselsan представила беспилотный надводный аппарат «Камикадзе» «Туфан» и беспилотный подводный аппарат «Килик». Выставка проходит на фоне продолжающегося роста напряженности в регионе и увеличения оборонных расходов ряда стран. Совместные литовско-польские учения Brave Griffin прошли в районе Сувалкского коридора, стратегически важного участка на восточном фланге НАТО между Калининградской областью России и Белоруссией. В маневрах участвовали танки, бронетехника, авиация и подразделения спецназначения. Военные отрабатывали переброску сил, разведку и оборонительные операции. Учения посетили президенты Литвы и Польши. После маневров Вильнюс и Варшава заявили о готовности принять дополнительные американские войска в случае их вывода из Германии.
Европейская безопасность неделима, это главный принцип. Мы заинтересованы в том, чтобы те войска, которые потенциально могут быть выведены из Германии, остались в Европе. Второй вопрос — в какой именно стране они будут размещены? Литва готова принять столько союзников, сколько сможет разместить, и для этого мы создаем всю необходимую инфраструктуру, как для учений, так и для размещения личного состава. Мы ожидаем полного размещения немецкой бригады численностью 5000 военнослужащих к концу 2027 года. На нашей территории уже находится более 1000 американских солдат, и мы, безусловно, готовы принять еще больше в будущем и выполнить все обязательства по инфраструктуре. Но я вновь подчеркиваю, жизненно важно, чтобы внимание Соединенных Штатов к региону и Европе в целом сохранялось. Мы должны сделать все возможное вместе с президентом Навродским и всеми союзниками по НАТО, чтобы США не отвернулись от Европы, потому что именно мы являемся демократическими силами. Мы — крепости, защищающие демократию от попыток диктаторов ее уничтожить. Поэтому мы должны оставаться вместе. Мы должны сохранять единство и солидарность. Если президент Дональд Трамп по тем причинам, которые уже обсуждались и озвучивались публично, примет решение сократить американский контингент в Германии, Польша готова и желает принять американских солдат. У нас есть необходимая инфраструктура, и в интересах Польши, Литвы и стран Балтии, чтобы как можно больше американских войск размещалось именно здесь. Президент Науседа только что сказал, что если такая передислокация из Германии состоится, Литва тоже готова принять американских солдат, которые вместе с нашими национальными войсками гарантируют безопасность нашего региона. Сейчас в Литве размещены более 1000 военнослужащих США. Польша также ведет переговоры с Пентагоном о расширении американского присутствия. Мы готовы увеличить присутствие американских войск. Мы ведем эти переговоры с Пентагоном, независимо от решений, принимаемых между США и Германией. Наша готовность и наши переговоры начались гораздо раньше. И сохранение военного присутствия в Европе на уровне, сопоставимом с нынешним, около 75 тысяч военнослужащих, отвечает стратегическим интересам всех стран. Я разговаривал как с демократами, так и с республиканцами. Все говорят одно и то же. Европа должна делать больше. Польша первой поняла этот сигнал. Программа SAFE, расходы на уровне 5%, перераспределение европейских фондов — все это показывает, что мы понимаем, куда движется ситуация. И мы делаем это не для того, чтобы заменить американские силы в Европе. Мы делаем это для того, чтобы Европа брала на себя большую ответственность в сотрудничестве с Соединенными Штатами при их присутствии, стратегической поддержке, ядерном сдерживании и огромной помощи. Без Соединенных Штатов НАТО не существует. Если кто-то сегодня пытается представить функционирование Североатлантического альянса без США, это просто невозможно. Но также не существует и американской силы без участия США в НАТО. Именно в этом направлении и строятся отношения. Это взаимная связь. Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил о планах сократить американский контингент в Германии на 5000 человек. В странах восточного фланга НАТО рассчитывают, что часть этих сил останется в регионе. Ушла эпоха. В возрасте 87 лет умер Тед Тернер, человек, который фактически придумал современное круглосуточное телевидение. Основатель CNN, медиамагнат, миллиардер, яхтсмен, филантроп и, как его называли в Америке, капитан безрассудства. Сегодня о Тернере говорят не только как о бизнесмене. Его называют человеком, который изменил сам способ, которым человечество смотрит новости. До CNN новости выходили по расписанию. Тед Тернер сделал их непрерывными. 24 часа в сутки, без пауз, без ожидания вечернего выпуска. Именно во время войны в Персидском заливе в 1991 году мир впервые буквально жил у телевизора. Люди просыпались и засыпали под CNN. Они следили за бомбардировками Багдада в прямом эфире, в режиме, который сегодня кажется привычным, но тогда был революцией. Даже знаменитое видео судного дня, запись, которую CNN должна была поставить в эфир в случае конца света, стала частью телевизионной мифологии Тернера. То, что сделал Тед Тернер, изменило не только способ просмотра телевидения, но и видео в целом. До CNN, до WTBS, как национального канала, люди смотрели только эфирные сети. Всего 3 основных телеканала. А Тед полностью изменил подход. Люди получили программы, ориентированные именно на них. Круглосуточные новости, суперстанцию, вещавшую по всей стране, а позже и TNT, созданный на базе библиотеки MGM.
То, что мы видим сегодня, видео повсюду. Во многом началось именно с Теда Тернера. Он начинал с маленькой телестанции и бизнеса наружной рекламы, доставшегося от отца, а построил медиаимперию. CNN, TNT, Cartoon Network, библиотека MGM. Все это было частью его мира. Но Тернер был не просто богатым медиамагнатом. Он был человеком риска. Думаю, Тед был человеком, готовым рисковать. Он рискнул, когда приобрел MGM, и это едва не привело его к банкротству. Если бы кабельные операторы не пришли ему на помощь, не было бы ни CNN, ни Turner Broadcasting в том виде, в каком мы их знаем. Поэтому, оглядываясь назад, я думаю, что речь идет не только о слиянии цифровых технологий с традиционным телевидением и кабельным ТВ. Речь идет о крупных ставках, больших рисках и смелых шансах. Думаю, он чувствовал бы родство не только с основателями и руководителями медиакомпаний, но и с технологическими предпринимателями, которые меняют расстановку сил. Некоторые переходят из технологий в видео, а индустрия видео, наоборот, все больше уходит в технологии. Он выигрывал Кубок Америки по парусному спорту. Общался с президентами, кинозвездами и мировыми лидерами. Его знали как эксцентричного, резкого, шумного и невероятно харизматичного человека. Но за образом дерзкого миллиардера скрывался человек, который действительно верил, что телевидение может менять мир. Ты зарабатываешь немного денег, а потом думаешь, ну, заработаю еще больше. Потом зарабатываешь еще и думаешь, заработаю еще больше. Так продолжалось 10 лет. Я прошел путь от полного отсутствия денег до состояния размером с Всемирный торговый центр. А потом, как и Всемирный торговый центр, пуф, все исчезло за одну ночь. В конце концов, он потерял контроль над собственной компанией после слияния с Time Warner. Многие говорили, вместе с уходом Тернера ушел и дух старого CNN. И символично, что одним из тех, кто сегодня публично скорбит о Тернере, стал человек, который годами жестко критиковал CNN, президент США Дональд Трамп. Тед Тернер, один из величайших всех времен, только что умер. Он основал CNN, продал ее и был лично опустошен этой сделкой, потому что новые владельцы взяли CNN, его детище, и разрушили его. Канал стал Vogue, всем тем, чем сам Тед никогда не был. Возможно, новые покупатели, замечательные люди, смогут вернуть ему прежнюю надежность и славу. Но независимо от этого, он был одной из величайших фигур в истории телевещания и моим другом. Когда он был мне нужен, он всегда был рядом и всегда готов был бороться за хорошее дело. Тернер вошел в историю не только как медиамагнат. Он стал одним из крупнейших филантропов мира, пожертвовав ООН $1 миллиард. Именно он создал фонд ООН и превратил глобальную благотворительность в часть большой мировой политики. Генеральный секретарь был глубоко опечален известием о смерти Теда Тернера, визионера, чьи убеждения, щедрость и смелый дух оставили неизгладимый след в Организации Объединенных Наций и во всем мире. Тед Тернер поверил в ООН и в ее предназначение в решающий момент истории. И он вложился в эту миссию. Тед Тернер сделал ставку на человечество и тем самым помог укрепить безопасность собственной страны и наши общие ценности. Сегодня трудно представить мир без круглосуточных новостей, прямых включений, breaking news, телевизионных марафонов и бесконечного информационного потока. Но все это когда-то придумал один человек. Тед Тернер не просто создал телеканал, он создал эпоху. У побережья Кабо-Верде завершился карантин круизного лайнера MV Hondius, на борту которого была зафиксирована вспышка хантавируса. Судно направилось к Канарским островам после нескольких дней ожидания в районе столицы страны, города Прая. По данным испанских властей, на борту находится около 150 человек. У пассажиров, остающихся на судне, симптомов заболевания не выявлено. После прибытия на Тенерифе иностранных граждан планируют отправить в их страны, а граждан Испании поместить на карантин в военном госпитале в Мадриде. Тем временем в аэропорту Гран-Канарии совершил посадку самолет, предположительно перевозивший эвакуированных пациентов. По сообщениям местных СМИ, борт следовал из Кабо-Верде и сделал незапланированную остановку из-за неисправности одной из изоляционных капсул. Еще один медицинский рейс прибыл в Нидерланды. Самолет доставил 3 пассажиров с лайнера, среди которых граждане Нидерландов, Германии и Великобритании. Их направили в специализированные клиники Европы. По официальной информации, в результате вспышки заболевания погибли 3 человека.
Всемирная организация здравоохранения и власти нескольких стран продолжают координировать эвакуацию пассажиров и санитарные меры. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что принцип единогласия в Евросоюзе может замедлять принятие решений по вопросам безопасности. По его словам, Германия выступает за расширение применения квалифицированного большинства в ЕС. Когда речь идет о безопасности, принцип единогласия может поставить нас под экзистенциальную угрозу, потому что это вопрос жизни и смерти. Мы видим это каждый день в Украине. Европа регулярно терпит неудачу в вопросах общей внешней политики и политики безопасности из-за архитектуры, которая больше не соответствует требованиям времени. Нашей целью остается максимально возможное единство всех 27 государств-членов. Но путь к этому лежит не через поиск наименьшего общего знаменателя. Я предлагаю, чтобы в будущем процесс принятия новых членов был организован как поэтапный процесс. Одним из вариантов может стать усиленная постепенная интеграция через промежуточные этапы перед полноправным членством. Словакия отменяет ограничения на продажу дизеля и двойные цены для иностранных водителей. Эти меры ввели в марте после перебоев в работе нефтепровода «Дружба», который Киев связал с российской атакой. Теперь, после восстановления поставок, лимит в 100 литров на автомобиль снимают. Ранее ограничения раскритиковала Еврокомиссия, назвав их незаконными. Венгрия вернула Украине наличные и золото Ощадбанка, изъятые в марте во время громкой спецоперации. Ранее Будапешт уже передал украинской стороне 2 задержанных бронированных инкассаторских автомобиля. Венгерские власти заявляли о расследовании возможного отмывания денег. Однако в Киеве операцию восприняли как политический жест со стороны правительства Виктора Орбана на фоне сложных отношений между странами. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Венгрию за конструктивный подход и цивилизованный шаг. Госдепартамент США одобрил продажу Украине комплектов JDAM на сумму почти $374 миллиона. Речь идет о более чем 1500 хвостовых модулей, которые превращают обычные авиабомбы в высокоточные управляемые боеприпасы. Главным подрядчиком станет американская компания Boeing. JDAM оснащаются инерциальной системой наведения и GPS-модулем, что позволяет авиации наносить удары по целям с высокой точностью даже в сложных погодных условиях. Вместе с комплектами Украина получит и вспомогательное оборудование для их обслуживания и интеграции. Глава Пентагона Пит Хексет сообщил о разблокировании еще $400 миллионов военной помощи Украине. Средства предусмотрены для дальнейшего усиления оборонных возможностей украинской армии. Тем временем Норвегия объявила о новом пакете финансирования закупок американского оружия для Украины. Осло выделяет дополнительно $2,8 миллиарда норвежских крон, это более $300 миллионов, в рамках программы Pearl. По данным норвежского правительства, средства направят на усиление украинской противовоздушной обороны, а также на закупку боеприпасов для дальнобойной артиллерии. Москва усиливает меры безопасности перед празднованием 9 мая. В центре города установлены дополнительные ограждения и посты контроля. Возле Кремля и Красной площади дежурят полиция и вооруженные сотрудники силовых структур. Часть улиц перекрыта для движения транспорта. При этом в Минобороны России заявили, что в этом году на Красной площади не будет показа военной техники. Решение объяснили текущей оперативной ситуацией. В последние годы Москва неоднократно становилась целью атак беспилотников, а российские власти сообщали о предотвращенных диверсиях и покушениях. В Кремле заявляют, что к мероприятиям 9 мая принимаются повышенные меры безопасности. МИД России заявил, что предупредил иностранные дипмиссии о необходимости эвакуировать персонал из Киева в случае возможного массированного удара. Москва утверждает, что ответ последует, если Украина попытается сорвать мероприятие ко Дню Победы 9 мая. Все аккредитованные при МИД зарубежные дипломатические миссии и представительства международных организаций была направлена нота следующего содержания. Цитирую. 4 мая 2026 года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало официальное заявление в связи с угрозами киевского режима нанести удар по Москве в священный для всех россиян праздник День Победы в Великой Отечественной войне. МИД России настоятельно призывает власти вашей страны, руководство вашей организации с максимальной ответственностью отнестись к данному заявлению и обеспечить заблаговременную эвакуацию из города Киев персонала дипломатических и иных представительств, а также граждан в связи с неотвратимостью нанесения вооруженными силами Российской Федерации ответного удара по Киеву, в том числе по центрам принятия решений в случае реализации киевским режимом своих преступных террористических замыслов
4 мая 26 года в ходе саммита Европейского политического сообщества в Ереване главарь киевского режима Зеленский позволил себе агрессивные и угрожающие заявления о намерении сорвать священный праздник День Победы в Москве террористическими актами, и при этом присутствовали представители некоторых стран Европейского Союза. И никто из них не отдернул главаря киевского режима. В Марокко продолжается поисковая операция 2 американских военнослужащих, пропавших во время учений African Lion. Видео, опубликованное королевскими вооруженными силами, показывает работу спасателей у мыса Дра. В операции задействованы катера, авиация, дроны и кинологи. По данным Африком, военные исчезли недалеко от города Тантан. Марокканская армия сообщает, что они пропали в районе прибрежного обрыва. В Вашингтоне завершилась необычная акция протеста на мосту Фредерика Дугласа. Активист Гвидо Райхштадтер провел на вершине моста 5 дней и утром 6 мая решил спуститься, заявив, что у него закончилась вода. Протестующий спустился через технический люк внутри конструкции. На выходе его встретила полиция. Мужчину сразу задержали. С помощью подъемника его опустили на землю, после чего медики увезли активиста на скорой. О его состоянии пока ничего не сообщается. По словам Райхштадтера, он устроил акцию против войны в Иране, политики Дональда Трампа и развития искусственного интеллекта. Ранее он уже забирался на этот мост. В 2022 году, после решения Верховного суда США отменить федеральное право на аборты.